Большое спасибо донатерам, которые поддерживают мой канал. Акумура – преданный Атаку, который посещает клуб любителей манги в основном для того, чтобы наслаждаться своим любимым 2D-персонажем Лили. Но однажды в клуб заходит девушка по имени Риса и просит принять ее в клуб. Акумура недоумевает, зачем девушке вступать в клуб. Он решает, что должен найти способ избавиться от нее. Вскоре ему выпадает шанс, когда девочка приходит в восторг от фигур. Он думает, что покажет ей раздетые фигурки, но, к его удивлению, Риса критикует цвет нижнего белья, предлагая лучшую альтернативу. Акумура разрывается между тем, чтобы выгнать ее и увидеть в ней родственную душу. Но Риса извиняется за свои странности и за то, что осуждает его вкус. Однако Акумура недоумевает, как девушка может интересоваться такими вещами. Тогда она объясняет, что всегда была немного необычной и застенчивой. Акумура поощряет ее любовь к Лили, но вскоре Риса заявляет, что никто не любит этого вымышленного персонажа больше, чем она. Услышав это, Акумура насмехается, а Риса бросает ему вызов, объясняя, что она часто представляет себя Лили, потому что никто из мальчиков не интересуется ею. В итоге они вместе смотрят сцены из одного из фильмов Лили и визжат от восторга. Вскоре Акумура понимает, что она идеальная фанатка Лили, но то, что она 3D-девушка, не дает ему покоя. Риса краснеет и просит Акумуру об одолжении, рассказывая, что у нее есть странное хобби, которым она никогда ни с кем не делилась. Почувствовав воодушевление, Риса рассказывает о своей коллекции косплея и мечте создавать наряды. Она объясняет, что ее увлечение началось еще в детстве, но она держала его в секрете, пока не увидела других девочек на мероприятиях и не поняла, что это нормально. Теперь она с гордостью рассказывает о своем увлечении косплеем и надеется сделать костюм для Лили. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Акумура извиняется за то, что осуждал ее, и спрашивает, чем он может помочь. Услышав это, Риса спрашивает, не сфотографирует ли он ее в косплее для клуба. Риса объясняет, что не стала бы доверять незнакомцу и чувствует себя в безопасности с тем, кто разделяет ее страсть к Лили. Риса настаивает на том, что их свела судьба, и спрашивает, может ли она вступить в клуб. Акумура вспоминает, что до сих пор это был исключительно мужской клуб, но соглашается. Риса в восторге, а Акумура уверяет ее, что ему нравятся только двухмерные девушки. Однако Риса, похоже, воспринимает это как вызов и начинает снимать юбку, заставая Акумуру врасплох. Она невинно объясняет, что просто хочет продемонстрировать один из своих костюмов. Он быстро закрывает окна доской, чтобы никто не смог подглядеть. Пока он паникует, Риса спокойно надевает свой костюм и выходит вперед. Но когда Акумура оборачивается, он не может поверить своим глазам, ему кажется, что он видит настоящую Лили. Нельзя предавать 2D. Сколь не было бы сильного искушения, будь тверд в вере своей. Пока он приходит в себя, Риса показывает ему нижнее белье, которое она выбрала для костюма, и спрашивает его мнение, заставляя девственную душу Акумуры покинуть его тело. Позже Акумура просыпается на коленях у Рисы, которая сильно переживала. Она упоминает, что на следующий день у нее начнется дебютная фотосессия, отчего Акумура снова краснеет. На следующее утро он размышляет, влюбился ли он в настоящую девушку после того, как поклялся в верности своей любимой Манган. Внезапно вошедшая Риса застает его за просмотром редкого эпизода, который она никогда не видела. Она просит его рассказать ей, но когда она спрашивает, откуда он так много знает, он предлагает показать ей свои методы исследования. Вскоре они берут геймпады и начинают играть. Вдруг Риса просит поставить игру на паузу, останавливаясь на том месте, где сокровища Лили находятся. Она достает телефон, чтобы сделать снимки, чтобы ее косплей был как можно более реалистичным. В этот момент Риса решает войти в образ и начинает раздеваться на месте. Затем он оборачивается, чтобы увидеть ее новый цельный костюм, и соглашается сфотографировать ее. Риса начинает позировать, и Акумура сразу же узнает позы из манги. Она переодевается в другой наряд, и хотя Акумура понятия не имеет, что делает, ему становится очень весело. Риса довольна результатом и рада, что ее любовь к Лили оправдалась. Но Акумура все еще считает нереальным, что она так сильно любит Лили. Она говорит ему, что готова переодеться, но сообщает ему, что ее молния застряла и ей нужна его помощь, чтобы раздеться. Он быстро расстегивает молнию и отворачивается, однако она спотыкается и падает в его объятия.
Она благодарит его за то, что он поймал ее, но отмечает, что он поймал еще кое-что. Риса говорит, что все в порядке. Переодевшись, она краснеет и удивляется, почему ее сердце бьется так быстро, и она быстро убегает домой. На следующий день к директору школы неожиданно поступает известная модель. Тем временем Окумура вспоминает момент прикосновения к тому самому и винит судьбу в своих неудачах. Он направляется в клуб, надеясь, что Рисы там нет, но розоволосая сумасшедшая уже ждет его. Риса сообщает ему, что в их класс пришла новая ученица. В этот момент Риса достает старую камеру. Она спрашивает, чем бы он хотел заняться вместо этого, но Окумура предлагает сфотографировать ее косплей, так как в прошлый раз он нашел это очень забавным. От его комплимента у Рисы текут слезы, она радуется его согласию и начинает сбрасывать с себя одежду, чтобы сделать первую порцию фотографий. Вдруг Риса вспоминает, что не могла упаковать свой косплей, так как учителя обыскивали все сумки, поэтому она тащит Окумуру в пустой класс. Там Риса предлагает ему сделать репетиционные снимки ее формы. Но пока он настраивает камеру, Окумура недоумевает, почему он так волнуется, ведь она не Лили. Но когда Риса смотрит на фотографии, она становится безжизненной и думает, что выглядит некрасиво. Внезапно ей приходит в голову блестящая идея притвориться, что ее форма – это часть косплея. Однако Риса считает, что ее позы слишком скучны и пытается придать им более провокационный вид. Вскоре после этого ее очки падают, и она нагибается, чтобы подхватить их, чтобы увидеть идеальный вид. Окумура начинает снимать, но Риса случайно ударяется головой и в итоге снова падает на Окумуру. Никогда раньше не испытывая ничего подобного, Окумура теряет сознание от волнения. После этого Риса краснеет, понимая, что на фотографиях нет ее косплейного белья, и требует, чтобы Окумура удалил их. Внезапно раздается объявление, вызывая Рису в кабинет факультета, и она спешит уйти, оставляя Окумуру, и он решает сохранить некоторые из фотографий как воспоминания для его одиноких ночей. Тем временем, когда Микари входит в здание клуба, ее окружают парни, добивающиеся ее внимания. Когда другая девушка случайно проливает на нее воду, взволнованная Микари убегает. Услышав шум, Окумура находит Микари. Он узнает ее с детства, и она прыгает к нему в объятия, вспоминая, как 5 лет назад спросила, не влюблен ли он в нее. Тогда ничего не понимающий Окумура признался в любви к героине манги Лили. В настоящем, когда мальчики все еще ищут ее, Окумура закрывает дверь и блокирует окна. Он спрашивает Микари, зачем она его обняла, и она отвечает, что хотела заставить его покраснеть. Затем она просит высушить ее одежду, и она начинает раздеваться. В панике он просит ее остановиться, но она дразнит его, говоря, что он может посмотреть, что только еще больше разодоривает его. Микари ложится на диван, приглашая Окумуру присоединиться к ней, и продолжает дразнить его. Когда он говорит, что она всегда была симпатичной, она краснеет и говорит, что теперь она еще симпатичнее как модель. От удивления Окумура роняет свою мангу и поскальзывается, приземляясь на нее сверху. Хотя ей нравится прижиматься к нему, она не планировала заходить так далеко. Окумура неловко прикрывает ее, боясь, что она простудится. Чувствуя себя отвергнутой, Микари одевается и спрашивает, не влюблен ли он в кого-нибудь. Окумура думает о Рисе, но убеждает себя, что это только из-за ее косплея. Позже на крыше Микари размышляет о своих чувствах и задается вопросом, почему она не признается Окумуре в любви. Она вспоминает, как стала моделью, надеясь, что она понравится ему, как и всем остальным. Несмотря на внимание со стороны других парней, именно равнодушие Окумуры заставило ее влюбиться в него. Она решила упорно трудиться, чтобы стать ангелом в его глазах, а не просто очередной 3D-девушкой. Вдруг она замечает с крыши манго-клуб и видит, как Риса приближается к Окумуре. Внутри Риса начинает раздеваться, а Окумура блокирует окна, что заставляет Микари броситься вниз в слезах. Она обвиняет Окумуру в том, что он лжец и обманщик, но Риса спокойно предлагает Микари присоединиться к ее косплею, оставляя ее в ошеломлении. Риса рассказывает о последних событиях Микари, которая находит ситуацию странной и удивляется, что Рисе не стыдно. Риса признается, что ей неловко, но любовь к Лили это перевешивает. Микари настроена скептически, пока не видит выражения лица Окумуры и понимает, что Лили – ключ к его сердцу. Когда Риса приглашает Микари принять участие в косплее, Окумура предупреждает ее, чтобы она не надеялась на успех, но Микари без колебаний соглашается. Сцена возвращается к тому, как Окумура делает паузу, когда его спрашивают о его увлечении, предполагая, что он мог влюбиться в косплей Лили. Однако, когда Риса говорит, что Микари будет изображать Мюриэль, Микари жалуется, что она третья лишняя.
Она тащит Рису, настаивая на том, что будет играть Лили, так как именно она нравится Окумуре, но Риса не обращает внимания на чувства Микари. Микари, смутившись, заявляет, что любит Лили, но в итоге, увидев впечатляющую фигуру, Риса остается в роли Мюриэль. В поисках подтверждения Микари спрашивает Окумуру, нравится ли ему Мюриэль, но она оказывается не готова к его подробным объяснениям о своих предпочтениях. Смирившись с судьбой, Микари позволяет Рисе снять с нее мерки для костюма, который Риса обещает закончить к следующему утру. Когда Микари приезжает в клуб, она видит Рису измотанной, но решительно настроенной на то, чтобы сделать косплей идеальным. Микари понимает, что Риса настроена серьезно. Когда Риса наконец показывает костюм Микари, шокирована его откровенностью. Несмотря на свои сомнения, она решает не отступать. Позже, во время косплея, мозг Окумуры едва не отключается от вида девушек в костюмах, но он успевает сделать Микари комплимент по поводу ее сходства с Мюриэль. Однако ее восторг сменяется разочарованием, когда Окумура все же отдает предпочтение Лили. Расстроенная Микари плачет, спрашивая, почему он не смотрит на нее, но все считают, что она просто в образе. Она дразнит Окумуру, спрашивая, любит ли он ее, и он охотно признается в любви. Микари ждала этого 10 лет, хотя и находит это несколько жалким. Во время фотосессии Окумура пытается сохранить самообладание, помогая Микари и Рисе с костюмами, что приводит к некоторым неловким и откровенным моментам. Позже, когда они обсуждают предысторию Мюриэль, Микари удивляется тому, как ей нравится говорить о манге с Окумурой. Она понимает, что никогда не пыталась полюбить то, что нравится ему, и что Окумура просто счастлив разделить с ней свои интересы. Риса замечает их связь и благодарит Микари за помощь, но Микари говорит, что они не могут использовать фотографии из-за ее модельного контракта. Несмотря на это, она выражает интерес к косплею, что дает Рисе надежду. Когда Микари уходит, она понимает, что у нее еще есть время, чтобы завоевать сердце Окумуры. После ее ухода Риса и Окумура решают собрать фотографии в альбом для косплея, чтобы продать его на следующем мероприятии. Ночью они работают в клубе, и Риса показывает Окумуре, как надо работать. Когда охранник прерывает работу, Окума смело предлагает взять вину на себя, но охранник оставляет их наедине. Риса, успокоенная поддержкой Окумы, возвращается к работе, решив завершить их совместный проект. Неделю спустя Риса и Окумура выглядят так, будто только что выбрались из подвала, но их работа наконец-то завершена. Когда Микари узнает, что они не спали всю ночь и собираются вместе на мероприятие, она прямо спрашивает Рису, что она чувствует к Окумуре. Тем временем Окумура размышляет, можно ли считать эту встречу свиданием, и беспокоится о том, что надеть. Он предполагает, что Риса, вероятно, не слишком задумалась о своем наряде, но на самом деле она перерыла всю комнату в поисках подходящего и даже обратилась за помощью к Микари. На вокзале Окумура потрясен тем, как прекрасно Риса выглядит без очков. Риса беспокоится, что выглядит нелепо, но Окумура делает ей комплимент. Они остаются единственными в поезде, и Окумура предлагает им чем-то заняться до начала мероприятия. Риса чувствует себя глупо, ведь Окумура кажется таким спокойным, но на самом деле он на грани срыва. Они пытаются зайти в бар и кафе Манги, но все места заняты. В конце концов, Риса останавливается и говорит, что у нее болят ноги от каблуков. Окумура чувствует вину за то, что не заметил этого раньше. Они начинают обсуждать недавний спин-офф сериала «Лилиэль», что быстро поднимает им настроение. Окумура извиняется за то, что не заботился о Рисе лучше, но она уверяет, что ей всегда весело с ним. Он понимает, что, возможно, 3D-девушки не так уж плохи, если они такие, как Риса. На мероприятии они обнаруживают, что забыли напечатать обложки для своих дисков. Их соседка по стенду, опытная косплеерша Магина, советует Рисе адаптироваться, но Риса чувствует себя запуганной среди других косплееров. Когда начинается мероприятие, их стенд не привлекает внимания, тогда как у Магина продажи идут на ура. Магина и ее ассистент подбадривают Рису и предлагают ей стать лицом их стенда, но Риса продолжает сомневаться в себе. Наконец, к их стенду подходит первый покупатель, но теряет интерес, узнав, что косплей Рисы основан на устаревшем персонаже. Окумура осознает, что не хочет, чтобы другие люди видели откровенные фото Рисы, и чувствует облегчение, когда покупатель уходит. Однако другой покупатель спрашивает, есть ли на фотографиях эротическое содержание, и Окумура начинает защищать Рису. Риса объясняет, что не может продавать откровенные фото, так как она несовершеннолетняя, и Окумура оказывается в замешательстве, поняв, что раньше он думал иначе. Риса предлагает собраться и уйти, но Окумура, осознав свою ошибку, убеждает ее переодеться в костюм Лили, чтобы все могли увидеть ее косплей.
Он краснеет, извиняясь за то, что пытался оставить эти фото при себе, но настаивает на том, чтобы помочь ей реализовать мечту. Риса опасается, что ее косплей не будет достаточно хорош, но Окумура уверяет ее, что она самая милая Лили в мире. В раздевалке Риса сталкивается с проблемой, она забыла важные элементы своего костюма. Однако ее окружают другие косплееры, которые помогают ей и поддерживают, восхищаясь ее костюмом, который она сделала сама. Риса благодарит их, а они напоминают, что когда-то получали помощь и советуют ей вернуть долг, помогая другим. Когда Риса выходит в костюме, она встречает косплеера, который отмечает, как сильно волновался Окумура. Снаружи Окумура ждет ее, и когда Риса наконец появляется, он шокирован ее внешним видом и чувствами, которые она у него вызывает. Их связь крепнет, и они оба понимают, что стали ближе друг к другу. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.